Надо, наверное, сейчас отцепиться от этой точки. Что там было, как ты спасся каждый лес и приставал? Но механик только трясся и чинарики стрелял. Сгинул топливо, истратив, весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Готовился. Как ты спасся? Запаской, блядь. Йо-йо-йо, привет-привет! Вы снова на канале Больные Небом, и сегодня у нас на завтрак запаска. Запаска – это наш последний шанс. Как сказал один известный человек, Финальный шанс, le chance finale. для тех, кто все еще невнимательно смотрит мои видео, а также для тех, кто на канале впервые, повторюсь, запаска, которую кидал Дмитрий Юрлагин на открытом кубке СНГ в 2023 году в Казахстане на дельтадроме Ушканыр. Так, сейчас мы ее разберем, по косточкам разложим. В общем, готовьте попкорн, пиво, мозги, комментарии и прочие ингредиенты. А прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал. А для начала давайте посмотрим первые впечатления пилота, которыми он поделился вечером у костра. Запаской, блядь. Не было костра. Просто поделился. Я в рацию слышал, почему у тебя получилась запаска? Ну, не получилась запаска. Да потому что, ёпта, блядь. Потому что у меня ничего не получалось, и я боялся заиграться. И, ну, опасался заиграться, как бы, и решил, ну, раз не получается, да и хер с ним. То есть ты гнал? Нет, я имею в виду заиграться с высотой, типа... Ну, в смысле, не, а что предшествовало? Ну, Фронталка была? у меня только ушко осталось. Фронталка асимметрия на полном акселе с только ушком. 80%. Ну да, примерно, да. То есть я типа потом выровнял все такое, типа что-то пытался, но не то пытался, скорее всего. И все. И, ну то есть типа, наверное, можно было даже на этом сесть. То есть, в принципе, было все управляемо, но я почему-то решил, что я на плоскотине, и все как бы нормально. Че лишнего рисковать перед землей там с какими-то там подсрывами, и лучше я просто запаску брошу. Ну то есть ты не срывал его вообще? Ну то есть не пробовал полный свал? Срывать не пробовал. А высоты сколько было? А высоты сколько было? Ну, в начальном я по треку смотрел, кажется, 400 метров было. Вот Андриан, мы с Андрианом разбирали его падение, он пропадал, прежде чем раскрыть, 300 метров. То есть, если у меня было бы все так же хорошо, как у Андриана, то я бы раскрылся на 300 метров. Или нет? В общем, после обработки фактов всех и мнений не осталось больше никаких сомнений. Короче, я рад, что у тебя все хорошо закончилось, поэтому я тебя поздравляю. Как пел великий классик. Это первая запаска? Это первая запаска? Или нет? Какой ему смысл врать? Ну, я же там в 12-м, что ли, бросал в Непале один раз, когда учеником был. Ваша безответственность больше не прокатит. Когда ты на деревьях садился. Но это не считается. Да, ладно. Ну, то есть, как бы, это первая боевая запаска Ну, на да, соревнованиях. да. Поздравляю. Не с чем, спасибо. Все равно. Ну, в принципе, Дима все рассказал сам. Вопрос остался только в том, кидать или бороться. Что же у нас случилось? Надо, наверное, сейчас отцепиться от этой точки. Ну да, асимметричная фронталка на полном акселе. Правая часть крыла бодро пролетает сквозь стропы. А почему? Потому что строп мало. Потому что это Arctic Air. Двухрядная цешка. Это крыло С-класса с относительно небольшим удлинением. Но, как говорится, за все надо платить. И тут двухрядная конструкция дает намного больше возможностей к вязанию качественных галстуков. Кто думает по-другому, welcome в комменты. Дальше идет борьба. Смотрим. Компенсация клевка, подергивание в правой консоли, осознание того, что это не поможет.
Попытки дотянуться до ушной стропы, чтобы вытащить галстук, неудачные. Переосмысление ситуации и в итоге запаска. С одной стороны, высота еще позволяла побороться. Можно было разик сделать полный свал и посмотреть, что из этого выйдет. Вы бы срывали? Я честно не знаю, как бы поступил в этот момент. Но пилот принял решение кидать запаску. Вводим, 100% вводим. Прям ни с кем не цацкаясь, берем и резко вводим. С одной стороны, это завершает полет, и результаты по соревновательному дню фиксируются на месте, на котором эта запаска была применена. С другой, если все прошло штатно и пилот приземлился без травм, значит все сделано правильно. Жив, цел орел. Кто считает, что пилот сделал все правильно, поддержим его и ставим палец вверх. А если вы думаете по-другому, не поленитесь, раскройте свою мысль. Это же разбор. Пальцы поставили? Комменты записали? А теперь давайте посмотрим, что же у нас реально было с высотой. Как мы видим, Дима шел ко второй точке маршрута по линии оптимизации. На момент сложения высота по треку у него составляла 1420 метров. Пока он пытался предпринять какие-то действия по развязыванию галстука, до момента ввода запаски было потеряно ни много ни мало 300 метров высоты. Запаску же он применил на высоте около 1140 метров, а посадка произошла на высоте 915. Это последние данные по высоте с GPS-трека. Фактически абсолютная высота на месте посадки составляет около 870 метров. То есть предположим, что на запаске он спускался 270 метров. Время с момента открытия запаски до касания земли составило 65 секунд. Вполне реальные цифры. И только кажется, что все происходит долго. На самом деле всего лишь минута. Давайте посмотрим этот спуск с одновременной борьбой с крылом целиком. Отлично, блядь. Сейчас приземлюсь. Все хорошо. Дима Юрлагин сел на запаске, все хорошо. Ну что же, местность внизу была ровная, ветровая обстановка вполне адекватная, почему бы и нет. Хотя в первый момент, когда после раскрытия запаски крыло начало стукаться об нее, я начал волноваться. Ну а дальше Дима поступил нетрадиционно. Обычно в такой ситуации большинство старается подтянуть крыло к себе. Он же перевел крыло в режим полного срыва и удерживал его в таком режиме до самой посадки. Отлично, блядь. Сейчас приземлюсь. Все хорошо. Я не специалист по применению запасов, потому что за более чем 20 лет полетов у меня был единственный случай боевого ее применения, который закончился в конечном итоге не совсем хорошо. Но это отдельная история. Короче, на мой взгляд, решение спорное, хотя в данном случае оно сработало.
Но на посадке руки, вытянутые вниз, это дополнительный фактор риска. А как бы вы поступили в данной ситуации? Я один шаг не сломал. Здорово, ребят. По стропам только не ходите, пожалуйста. Здорово. Здорово. Еще один момент. В принципе, крыло летело, и Дима предположил, что, возможно, в таком положении можно было даже приземлиться. Правильнее ли было попробовать сесть без применения парашюта? Вводим, вводим, 100% вводим. Прям ни с кем не цацкаясь, берем и резко вводим. Я думаю, что такая возможность действительно была. Но поскольку пилоту приходилось удерживать крыло от вращения, затянув его практически до предсрыва, опасность такой посадки, на мой взгляд, была намного выше, чем просто посадка на запаске. Почему? Да потому что любой чих атмосферы у Земли, будь то воздушный пузырь, маленький смерчик или просто резкое дуновение ветра, могли привести к срыву зажатой консоли и уходу крыла в негатив. На применение запаски в таком случае могло просто не хватить времени, а приземление в мощном клевке или полном свале могло оказаться намного более травмоопасным, чем приземление на простой рядовой запаске. Ваше мнение, господа? В остальном, на мой взгляд, пилот поступил четко. У него был свой план, и он по нему действовал. А судя по результату, остался цел и невредим. Значит, действовал правильно. Или нет? Можно ли было вообще избежать этой ситуации? Наверняка можно. Если не участвовать в соревнованиях, не давить тапку в пол и спокойно сидеть на диване и рассуждать на тему, как хорошо летать на параплане. Ну а также в любом полете мы продолжаем учиться, совершенствовать свое мастерство. И этот полет для Димы, я думаю, оказался очень полезным. Потому что это была его вторая запаска за всю спортивную карьеру. Говорят, что новичок, ну а мы им говорим не новичок. Короче, по поводу запасок стоило бы еще поговорить подробнее. Тем более, что есть люди, которые в этом деле намного более профессиональны. У меня на примете есть один замечательный пилот, который как минимум 5 раз применял запаску и применял ее успешно. Но не знаю. Возможно, мне как-нибудь удастся выловить и разговорить его. А вот компетиторы пользуются запасками крайне редко. И на этих соревнованиях ни один из них свои спас-системы не расчехлял. Поэтому в одном из ближайших роликов я обязательно расскажу вам о том, какими качествами должен обладать успешный пилот-компетитор. В первую очередь стрессоустойчивостью. Часто просто везение. На первый план выходит психология. Он должен понимать, что он хочет. Некоторая отмороженность. Способность принимать решения в моменте. И летать на голову. Вот, и я думаю, что это самая выигрышная тактика, и я теперь ее буду постоянно придерживаться. Так что оставайтесь на канале. И в прошлый раз, когда я прощался, я сказал: выздоравливайте. Но на самом деле нет. Продолжайте болеть небом. Тем более, что сезон уже практически начался. До новых встреч. Пока.